Крепостная стена есть, башни есть, дворец тоже на месте. Не хватает сущей мелочи — самого города и хоть какой-нибудь воды поблизости. Это древний Хорезм, территория современного Узбекистана. Сегодня вокруг Ая-скалы тянется пустыня. Неподалеку из песка поднимаются руины Тапрак-Калы, а дальше лежит круглая Кой-Крылган-Кала, похожая на декорацию к фильму, который бросили снимать пару тысяч лет назад. И все это строили явно не для 3 пастухов и особенно выносливого верблюда. Здесь стояли мощные стены, работали дворцовые комплексы, проходили дороги, жили тысячи людей. Их нужно было кормить. Значит, где-то находились поля, сады, каналы и постоянный источник воды. Но сейчас смотришь на спутниковую карту и вместо густонаселенной страны видишь целое кладбище укреплений среди песка. Самый удобный ответ звучит так: река ушла, города умерли. Красиво, коротко и подозрительно просто. Возможно, изменился климат. Возможно, все разрушили завоеватели. А может быть, никакой единой катастрофы вообще не происходило. Мы проверим все 3 версии, потому что пустыня здесь действительно хранит исчезнувшие города. Только исчезли они совсем не так, как кажется на первый взгляд. Первая ошибка возникает в тот момент, когда мы смотрим на современную карту и мысленно переносим ее на 2000 лет назад. Вот пустыня Кызылкум, вот редкие дороги, вот сухая равнина. Значит, думаем мы, древние хорезмийцы однажды собрались, посмотрели на этот пейзаж и решили: прекрасное место, давайте построим здесь столицу, дворец и еще десяток крепостей. Воду потом как-нибудь найдем. Разумеется, все было наоборот. Хорезм возник в нижнем течении Амударьи, неподалеку от Аральского моря. И древняя Амударья совсем не напоминала спокойную синюю линию, которую удобно рисовать в школьном атласе. Это была огромная и довольно своенравная речная система. Она разветвлялась на рукава, заполняла протоки, создавала заболоченные участки, размывала берега и время от времени меняла направление течения. На одном участке вода отступала, на другом появлялось новое русло. Сегодня здесь могла лежать сухая земля, а через несколько поколений уже проходил полноводный рукав. Для человека это выглядело как природный беспорядок, но одновременно река приносила то, без чего никакого Хорезма не существовало бы — воду и плодородный ил. Рядом с руслами и протоками зеленели поля, выращивали зерно, разводили скот, закладывали сады. Там, где сегодня ветер гоняет песок, раньше могли тянуться орошаемые земли и небольшие поселения. Пустыня никуда не исчезала, она всегда находилась рядом. Просто граница между ней и обжитым оазисом проходила совсем в другом месте. И вот это важно. Хорезмийцы не победили пустыню один раз и навсегда, они постоянно отвоевывали у нее пространство. Причем главным оружием были не крепостные стены, а каналы. Поэтому правильнее представить древний Хорезм не как несколько городов, случайно разбросанных по песку, а как острова жизни, соединенные водой. Пока к такому острову подходил канал, там могли стоять дома, мастерские, дворцы и поля. Когда вода переставала приходить, даже самая внушительная крепость превращалась в очень дорогую недвижимость без коммуникаций. Но прежде чем разбираться, как работала эта система, нужно убрать еще одну красивую, но мешающую деталь. Фразу «десятки исчезнувших городов» любят и туристические буклеты и заголовки. Она звучит отлично. В воображении сразу возникает хорезмийская Атлантида. 50 городов жили, торговали, строили стены, а затем одновременно погасли. Проблема в том, что археология устроена немного зануднее, зато честнее. Слово «кала» обычно переводят как «крепость» или «укрепленное место». Но наличие стены еще не делает объект городом. За одной стеной действительно мог находиться большой административный центр, за другой – дворцовая резиденция. Третья защищала границу оазиса. 4-й комплекс использовали для ритуалов или погребений, а 5-я крепость могла быть небольшим поселением, где постоянного населения было меньше, чем сейчас квартир в одном современном жилом комплексе. Более того, эти сооружения не были построены в один год и не опустели в один день. Между некоторыми из них лежат столетия. Пока одна крепость уже разрушалась, другая еще даже не существовала. Поэтому перед нами не фотография единой цивилизации в момент ее смерти, а огромный альбом, куда смешали снимки разных эпох.
Это не делает историю слабее, наоборот. Если бы все города погибли одновременно, мы искали бы одну большую катастрофу – землетрясение, войну или резкий уход реки. Но если каждый объект прожил собственную жизнь, вопрос становится интереснее. Почему сооружения разных веков с разными функциями и разными правителями в итоге оказались внутри одного пустынного пейзажа? Ответ находится не в самих стенах. Он тянется рядом с ними длинными, едва заметными линиями старых каналов. И если вам нравятся такие расследования, где красивая легенда сначала звучит убедительно, а потом археология начинает задавать ей неудобные вопросы, подпишитесь на канал. Здесь мы как раз этим и занимаемся. Теперь представим, что нам поручили построить город в древнем Хорезме. Место найдено, стены нарисованы, правитель уже примерно понимает, в каком зале будет принимать послов. Осталась мелочь – обеспечить водой несколько тысяч человек, их скот и поля вокруг. Просто поставить город у берега не всегда получалось. Русло могло находиться далеко, местность была почти плоской, а вода должна была идти в нужную сторону и с правильным уклоном. Поэтому от Амударьи и ее рукавов прокладывали магистральные каналы. От них отходили более мелкие, затем еще более мелкие, и в конце вода попадала на поля. В периоды расцвета эта сеть достигала поразительного масштаба. Исследователи древнего Хорезма описывают магистральные каналы длиной до нескольких сотен километров. Некоторые линии тянулись примерно на 300 километров. Это расстояние, на котором современный человек уже успевает устать от навигатора, кофе и собственного плейлиста. А здесь речь идет о земляном канале, созданном без экскаваторов. Впрочем, выкопать его было только половиной работы. Река несла ил. Берега осыпались, дно зарастало. После разливов повреждались водозаборы, а течение могло изменить направление. Канал приходилось регулярно очищать и ремонтировать. Если этого не делать, он постепенно становился мельче, вода замедлялась, а затем переставала доходить до дальних полей. Получалась система, в которой все зависело от всего. Для очистки канала нужны люди, людям нужен урожай. Для урожая нужна вода. Чтобы вода пришла, кто-то должен организовать работу людей. И вот мы уже незаметно перешли от лопаты к государству. Управление такой сетью требовало договоренностей, контроля и власти. Нужно было решить, кто чистит магистральный канал, кто отвечает за отдельный участок, кому вода достанется первой и что делать, если сосед сверху решил забрать немного больше. Документов о каждом таком споре у нас нет, но человеческая природа за пару тысяч лет изменилась не настолько, чтобы все молча улыбались и уступали друг другу лучшую воду. Поэтому хорезмийская ирригация была не просто инженерным сооружением, это была политическая система. Правитель контролировал не абстрактную территорию на карте, а возможность этой территории жить. Защитить канал порой было важнее, чем защитить отдельный дом. Потеря крепости неприятна. Потеря магистрального водовода означает, что через некоторое время вам нечем будет кормить армию, которая должна эту крепость вернуть. Теперь становится понятнее, почему укрепления появлялись на возвышенностях возле орошаемых зон. Одни охраняли подходы к полям, другие контролировали дороги, третьи служили резиденциями власти, управлявшей всей системой. Стены, башни и каналы были частями одного механизма. Представьте огромный организм. Амударья – сердце. Магистральные каналы – крупные сосуды, мелкие отводы – капилляры. Поля и поселения – органы. Пока вода движется, организм живет. Если один небольшой отвод забился, проблема остается местной. Но если перестает работать крупный канал, пустеет уже целая цепочка поселений. Причем сам канал может физически оставаться на месте. Его насыпь видна, русло читается, но воды в нем нет. Для археолога это след инженерной системы. Для древнего земледельца – конец хозяйства. Именно поэтому фраза «река ушла» слишком грубая. Амударья могла продолжать течь совсем рядом, но ее вода больше не попадала в конкретную сеть. Изменился уровень, сместился рукав, заилился водозабор, разрушилось управление, и зеленый участок начинал сокращаться. Сначала забрасывали дальние поля, потом небольшие поселения. Люди переселялись ближе к работающему каналу. Наконец, крепость оставалась одна. Она могла еще какое-то время сохранять военное или символическое значение. Но без хозяйственной территории вокруг это был уже не центр жизни, а памятник прежней географии. Здесь и появляется главный парадокс Хорезма.
Чем грандиознее становилась ирригационная сеть, тем больше земли она могла оживить. Но одновременно возрастала зависимость от ее обслуживания. Большой канал давал огромные возможности, пока тысячи людей и сильная власть поддерживали его работу. Стоило системе ослабнуть, и сооружение, которое вчера кормило города, сегодня превращалось в длинную сухую борозду. Значит ли это, что мы уже нашли убийцу? Не спешите. Если вода объясняет общую уязвимость Хорезма, конкретные руины все равно рассказывают совершенно разные истории. Возьмем Койк-Рылган-Калу. Даже внешне она выбивается из привычной картинки. Вместо прямоугольной крепости перед нами круглый комплекс с массивной центральной башней. Диаметр этой башни составлял примерно 45 метров, стены местами достигали около 7 метров толщины. Внутри находились помещения, связанные с хранением, ритуалами и погребениями. Исследователи рассматривают Койк-Рылган-Калу не как обычный город, а как сложный культовый и погребальный центр. Существовала и версия, что верхнюю часть могли использовать для астрономических наблюдений. Во II веке до нашей эры комплекс погиб в сильном пожаре. Вот, казалось бы, идеальная катастрофа. Есть разрушения, следы огня и понятная дата. Можно ставить драматическую музыку и сообщать, что цивилизация исчезла. Только после пожара сюда вернулись люди. На руинах возникло новое укрепленное поселение, которое существовало еще несколько столетий, примерно до конца II века нашей эры. Получается неудобная для красивого заголовка вещь. Разрушение не стало финалом. Место погибло, затем снова ожило, изменило функцию и лишь намного позднее было оставлено окончательно. Теперь Топрак-Кала. Это уже совсем другой масштаб. Огромный прямоугольный комплекс, крепостные стены, башни, жилые кварталы и возвышающийся дворцовый ансамбль. Внутри археологи нашли настенные росписи, скульптуры и фрагменты хозяйственных документов. Здесь действительно чувствуется работа власти, помещения для приемов, административные функции, запасы, архив. Топрак-Калу часто называют столицей или царской резиденцией Хорезма первых веков нашей эры. Но и здесь нет сцены, в которой все население одновременно бросает вещи и убегает в пустыню. Политический центр со временем переместился, менялись правители, маршруты, система расселения. Сам комплекс продолжал использоваться, хотя его прежнее значение постепенно исчезало. Для города потеря столичного статуса бывает почти такой же болезненной, как потеря воды. Чиновники уезжают, охрана сокращается, ремесленники следуют за двором, торговые потоки меняют направление. Стены остаются на месте, но смысл огромного здания растворяется. Дворец без правителя довольно быстро превращается в очень просторное помещение, где некому чинить крышу. И, наконец, Аяз-Кала. На самом деле это не одна крепость, а несколько укреплений, появившихся в разные периоды. Они стоят на возвышенностях у края древней орошаемой зоны. Отсюда удобно контролировать равнину и замечать приближение противника. Перед нами прежде всего военный ландшафт, система наблюдения и защиты границы оазиса. Но граница имеет смысл только пока за ней находится то, что нужно защищать. Если земледельческая зона смещается, каналы уходят в другую сторону, а население переселяется, крепость внезапно оказывается не на переднем рубеже, а посреди никому не нужной сухой территории. Враг ее не захватил, стены не рухнули за одну ночь. Просто сама карта жизни передвинулась. 3 памятника и 3 разных сюжета. Койк-Рылган-Кала пережила пожар и повторное заселение. Топрак-Кала потеряла политическое значение. Аяз-Кала оказалась связана с границей оазиса, которая со временем изменилась. Уже этого достаточно, чтобы отказаться от идеи одного рокового дня, когда весь Хорезм будто бы выключили. Перед нами не одна Помпея, скорее огромный архив, где на каждой папке стоит собственная дата, а причины закрытия иногда вообще написаны карандашом. И все же общий финал у этих мест похож: сухие каналы, сокращение населения и земляные стены, оставшиеся без ухода. Значит, пора по очереди допросить главных подозреваемых. Первой в кабинет проходит Амударья. Улики против нее выглядят серьезно. Река действительно меняла русло. Ее рукава смещались, старые протоки мелели, появлялись новые. Если водозабор оказывался выше уровня воды или слишком далеко от активного русла, магистральный канал переставал работать. Вместе с ним высыхали поля и теряли смысл поселения, которые он кормил. Но здесь есть важная оговорка. Река не обязана была внезапно покинуть весь Хорезм. Чаще менялась отдельная часть дельты.
Пока один район терял воду, в другом возникали новые возможности. Люди умели перестраивать каналы, переносить водозаборы и осваивать соседние территории. Поэтому Амударья была не столько убийцей, сколько постоянно меняющимся условием задачи. Следующий подозреваемый – климат. Версия понятная. Стала суше, воды стало меньше, города опустели. И отрицать влияние климатических колебаний нельзя. В засушливые периоды уменьшался сток, повышалась нагрузка на ирригацию, сложнее становилось поддерживать дальние участки сети. Даже небольшое сокращение доступной воды могло запустить конфликт между районами, которые раньше спокойно делили поток. Но превращать климат в универсальную кнопку «уничтожить цивилизацию» тоже нельзя. Разные памятники покидали в разное время. Где-то система восстанавливалась, где-то население перемещалось, где-то кризис начинался по политическим причинам. Чтобы связать конкретный город с конкретной засухой, нужны датировки каналов, отложения, данные о древнем русле и следы хозяйственной деятельности. Одной фотографии пустыни недостаточно. Есть известное исследование, показавшее важную роль климатических изменений в упадке речных поселений Центральной Азии. Его часто пересказывают фразой «города уничтожил не Чингисхан, а засуха». Звучит эффектно, только работа была посвящена прежде всего Атрарскому оазису на территории современного Казахстана. Перенести ее вывод на каждую крепость Хорезма все равно, что по погоде в Москве объяснить, почему закрыли кафе в Анталье. Регион общий, механизм может быть похожим, но доказательства нужны отдельные. Третьи подозреваемые появляются на горизонте гораздо эффектнее – завоеватели. Хорезм переживал нападения степных племен, смену династий, арабское завоевание, а позднее вторжение монголов. Война могла сжечь поселения, разрушить водозабор, угнать людей и оставить поля без работников. Здесь никакой романтики нет. Даже если стены уцелели, потеря населения могла добить хозяйство сильнее прямого разрушения. Особенно часто вспоминают монголов. В начале XIII века армия Чингисхана разгромила государство хорезмшахов. Средневековые авторы описывали уничтожение городов, массовую гибель жителей и разрушение инфраструктуры. Эти события действительно стали катастрофой для многих центров региона. Но есть одна проблема. Популярные древние крепости правобережного Хорезма появились за много столетий до монгольского похода, а некоторые были оставлены задолго до рождения Чингисхана. Обвинять монголов в исчезновении Кой-Крылган-Калы примерно так же убедительно, как обвинить железную дорогу в крушении римской колесницы. Хронология не сходится. Кроме того, земляная архитектура умеет создавать ложное впечатление тотального разгрома. Большую часть стен строили из сырцового кирпича и пахсы, плотно утрамбованной земли. Пока здание использовали, его регулярно штукатурили, ремонтировали трещины, отводили воду после дождей. Стоило людям уйти, и начиналась медленная, но очень эффективная работа природы. Верх стены намокал, высыхал, осыпался, крыша проваливалась. Через несколько поколений дворец выглядел так, словно его неделями обстреливали, хотя последним разрушителем мог быть обычный дождь. Поэтому археологи осторожно относятся к рассказам о полном физическом уничтожении городов. Завоевание способно вызвать бегство, переселение или гибель жителей, а уже отсутствие людей уничтожает здания, которые больше некому обслуживать. Это разные процессы, хотя спустя века они оставляют похожую картину. И, наконец, четвертый подозреваемый – сама политическая система. Он выглядит не так зрелищно, зато появляется почти в каждом деле. Чтобы вода прошла по каналу на десятки или сотни километров, недостаточно дождаться хорошего настроения реки. Нужно организовать работы, собрать людей, распределить обязанности, защитить водозабор и договориться между районами. Сильная власть могла мобилизовать ресурсы после паводка или нападения. Слабая наблюдала, как каждый участок спасает себя, а общая сеть постепенно распадается. Представим, что верхняя часть магистрального канала заилилась. Почистить ее выгодно всем поселениям ниже по течению, но работа требуется прямо сейчас, а урожай будет потом. Если центральная власть не способна собрать людей, каждый начинает рыть маленький отвод для себя. В итоге целая система, созданная поколениями, разваливается не из-за одной великой катастрофы, а из-за сотни вполне рациональных решений. Вот почему невозможно выбрать одного виновного. Река меняла условия. Климат мог уменьшать количество доступной воды, войны сокращали население и разрушали управление. Политический кризис мешал восстановить каналы.
А затем начинался замкнутый круг. Меньше воды — меньше урожая. Меньше урожая — меньше людей. Меньше людей — некому чистить канал. А без канала воды становилось еще меньше. Город окончательно умирал не тогда, когда в его ворота входила чужая армия, и не тогда, когда на Дворцовой стене появлялась первая трещина. Настоящая точка невозврата наступала, когда исчезала возможность вернуть воду и людей. Теперь можно собрать всю картину. Города Хорезма не исчезли одновременно. Более того, не исчез сам Хорезм. Менялась его география. Пока один участок дельты высыхал, другой продолжал жить. Старые каналы забрасывали, новые прокладывали ближе к действующему руслу. Политические центры переносили. Население следовало туда, где сохранялись вода, поля и власть, способная поддерживать порядок. Со стороны это выглядит как череда загадочных исчезновений. Здесь стояла крепость и опустела. Там находился дворец и оказался среди песка. Но для людей того времени это могло быть не концом света, а тяжелым, иногда вынужденным переездом. Они не обязательно исчезали вместе со своим городом, они строили новый. Поэтому развалины древнего Хорезма разбросаны по такой огромной территории. Каждая заброшенная сеть каналов отмечает прежнюю границу обитаемого мира. Каждая крепость показывает, где когда-то проходила дорога, находились поля или требовалась защита. Это не кладбище одной цивилизации. Это карта того, как цивилизация двигалась вслед за водой. Сначала менялось русло или слабел водозабор, затем сокращался канал. Дальние поля переставали получать воду. Жители небольших поселений уходили ближе к устойчивой части оазиса. Крепость теряла военную или административную функцию. Без постоянного ремонта начинали осыпаться стены. Через несколько веков ветер и песок завершали работу. А человеку со спутниковой картой казалось, что кто-то однажды построил дворец прямо посреди безжизненной пустыни. На самом деле пустыня пришла сюда позже. Это, пожалуй, самый важный поворот всей истории. Древние хорезмийцы не совершили безумную ошибку при выборе места. Они строили там, где существовала вода и работала сложная хозяйственная система. Ошибка возникает у нас, когда мы считаем современный ландшафт вечным. И все-таки не стоит впадать в другую крайность и объявлять Амударью единственным хозяином человеческой истории. Река создавала возможности и риски, но решения принимали люди. Они выбирали, где прокладывать каналы, какие районы защищать, куда переносить столицу и стоит ли восстанавливать поврежденную сеть. Природа задавала правила. Государство решало, насколько долго общество сможет по ним играть. Поэтому руины Хорезма рассказывают не только об экологической катастрофе, они показывают пределы любой большой системы. Чем сильнее общество зависит от общей инфраструктуры, тем важнее способность людей поддерживать ее вместе. Можно построить стену толщиной в несколько метров, поднять дворец над равниной и окружить город башнями. Но если к полям перестала приходить вода, архитектура уже не спасет. Так почему десятки укрепленных мест Узбекистана оказались в пустыне? Потому что перед нами сооружения разных эпох и с разными функциями. Одни пережили пожары и были заселены снова, другие потеряли политическое значение, третьи защищали оазис, граница которого ушла в сторону. Где-то решающим стал новый маршрут реки, где-то разрушение канала, война или ослабление власти. Единой ночи, когда вся хорезмийская цивилизация исчезла, не было. Была долгая борьба за воду. Иногда люди побеждали и возвращали жизнь на высохшие земли. Иногда переносили поселения, а иногда оставляли стены там, где они стояли, и уходили вслед за действующим каналом. Сегодня эти крепости кажутся одинокими, но вокруг них когда-то шумели поля, двигались караваны, работали мастерские и спорили люди, которым снова досталось меньше воды, чем соседям. Пустыня стерла все мягкое и временное. Остались только толстые стены и сухие линии каналов. И, возможно, именно поэтому Хорезм производит такое сильное впечатление. Мы видим не просто руины городов, мы видим прежние берега исчезнувшего мира. А как вы думаете, что оказалось опаснее для Хорезма? Переменчивая река, климат, войны или потеря способности людей вместе управлять водой? Напишите свою версию в комментариях.